Тэхён не отреагировал сразу. Он просто несколько секунд дольше обычного смотрел на экран своего инстаграма, а затем тихо вздохнул. Не от удивления, а от благодарности, которая пришла медленно, без необходимости что-либо объявлять. Чингук же, напротив, первым увидел цифру. Он ничего сразу не опубликовал. Он не спешил создавать историю, не писал длинную подпись. Как обычно, Чингук выбрал тихий момент, когда мир немного успокоился. Только тогда на инстаграме Чингука появился простой пост. Одна фотография Тэхёна, без лишних фильтров, без броских эффектов. Просто Тэхён с той маленькой улыбкой, которая всегда заставляла Чингука на мгновение забывать дышать. Под ней Чингук написал 70 миллионов. Кажется, мир наконец-то понял то, что я давно знал. Ты всегда был потрясающим. Не было лишних тегов. Не было длинных объяснений. Но каждый, кто это прочитал, мог почувствовать искренность за каждым словом. Спустя мгновение Тэхён увидел это. Он замер, затем улыбнулся и медленно покачал головой. Из всех поздравлений, поступавших от артистов, брендов и миллионов поклонников, именно пост Чингука согрел его сердце. Тэхён ответил короткой историей. Черный экран с одной маленькой фразой: «Спасибо, что всегда так на меня смотришь». За кулисами Чингук читал ответ с широкой улыбкой. Не из-за количества подписчиков, не из-за реакции публики, а из-за одной простой вещи Тэхён понимал. Для Чингука 70 миллионов подписчиков в Инстаграм были всего лишь цифрой. Но Тэхён, со всей своей искренностью, теплотой и умением быть самим собой, вот почему эта цифра стоила того. И, как всегда, Чингуку не нужно было говорить больше. Одного поста было достаточно, чтобы все поняли. Среди этих 70 миллионов подписчиков был один, кто никогда не просто подписывался, он всегда был рядом с самого начала. И если вы когда-нибудь замечали моменты, когда не только Тэхён считал Чингука настолько красивым, что готов был за него умереть, то, похоже, Чингук думал так же. Для него Тэхён был настолько очарователен в его глазах, что Чингук не мог скрыть, насколько сильно он в него влюбляется. С новой точки зрения, с которой мы теперь видим друг друга, я не могла удержаться от создания этого видео. Оно продолжает тему многих моих идей, связанных со всем, что мы недавно получили от Тэхёна. Конечно, это всего лишь личное мнение, но мне бы хотелось услышать ваши собственные выводы, потому что то, как Чингук постоянно влюбляется в Тэхёна, нельзя игнорировать. 7 июня 2022 года, когда Чингук провел сольную прямую трансляцию и прочитал комментарий о том, что Тэхён слишком красив, Чингук, казалось, отреагировал с таким энтузиазмом, что даже не мог скрыть его. Сначала Чингук кивнул головой и сразу же начал говорить о том, насколько невероятно красив Тэхён. Он сказал, что, конечно же, согласен, назвав Тэхёна самым красивым мужчиной, которого он когда-либо видел в своей жизни, и добавил, что Тэхён даже на фотографиях выглядит слишком идеально. Тут же, выдохнув, Чингук воскликнул с восклицанием и неосознанно признался, что иногда ловит себя на том, что смотрит на лицо Тэхёна. Как будто он выпалил то, что у него было на уме в тот момент. Снова восхитившись, Чингук задал открытый вопрос: как вообще кто-то может так выглядеть? При этом он снова заявил, что Тэхён действительно красив, и закончил словами «согласен». Проведя почти минуту в прямом эфире, без остановки рассуждая о том, какой Тэхён красивый и привлекательный, с выражением полного смущения на лице, Чингук, казалось, не смог сдержать своего восхищения. Он дважды сказал «Вау!» и вздохнул, удивляясь, как кто-то может быть таким красивым, тем самым подтвердив, что не боится это сказать. В эру Dynamite 2020 года официальный аккаунт BTS в Instagram поделился различными видеороликами, на которых участники готовились к выступлению на церемонии вручения премии в МРС того года. Интересно, однако, что они не удалили кадры, где Тэхён готовится перед зеркалом. Как раз когда Тэхён сосредоточился на каждой детали, Чингук внезапно появился сбоку, не подозревая, что его снимает камера. В тот момент, когда взгляд Чингука упал на Тэхёна, он не смог удержаться и заметил, что тот невероятно красив.
Хотя Тэхён одним взглядом дал Чингуку понять, что их снимают, что заставило Чингука наконец понять, где они находятся, и тут же уйти, момент все равно показался довольно странным. Однако тот факт, что первым делом, увидев Тэхёна, Чингук заметил, что тот невероятно красив, все равно показывает, что он просто не может сдержаться. 29 ноября 2021 года, после того, как Тэхён начал свою сольную прямую трансляцию, и к нему присоединились Чимин и Чингук, произошел еще один момент, доказывающий, что Чингук способен видеть только позитивную сторону сомнений Тэхёна. Когда Тэхён сказал, что ему очень неловко из-за того, что он не накрашен во время трансляции, Чингук был шокирован и спросил, действительно ли он не накрашен. Чимин попытался успокоить его, сказав, что все остальные уже смыли макияж, и с Тэхёном все в порядке. Однако то, как Чингук тут же повернулся к нему и сказал, что, по его мнению, Тэхён вживую выглядит лучше, заставило Тэхёна отреагировать слишком бурно и спросить, серьезно ли Чингук. После того, как Чингук согласился, Тэхён поблагодарил его за комплимент. Чингук не остановился на этом и добавил, что, по его мнению, Тэхён на самом деле накрашен. Забавно, что, несмотря на то, что Чингук продолжал говорить, что Тэхён прекрасен таким, какой он есть, Тэхён попытался скрыть свое смущение, упомянув, что у него прыщик на лбу. Это вызвало смех у других участников и новый комплимент от Чингука, потому что, посмеявшись, он сказал, что даже голени Тэхёна выглядят элегантно. Чингук продолжал смотреть на него, а Тэхён указывал на недостаток, который, по мнению Чингука, был идеальным. В сентябре 2021 года BTS провели прямую трансляцию во время своего пребывания в Нью-Йорке на Чхусок. Во время трансляции обсуждали французского бульдога Меган Ти Сталион, у которого более 500 тысяч подписчиков в Instagram. Намджун в шутку сказал, что если бы у BTS был такой аккаунт, у него, вероятно, было бы всего 7 тысяч подписчиков. Тэхён в ответ пошутил, что их, скорее всего, было бы около 10 тысяч. Когда Чингук спросил, почему так мало, он тут же ответил, что Тэхён – самый красивый мужчина в мире. Это заявление заставило Чингука запнуться, а Намджун рассмеялся над его внезапным смущением. Тэхён улыбнулся и несколько раз смущенно повторил вопрос, не ожидая, что Чингук скажет что-то подобное посреди разговора о подписчиках. Хотя Тэхён попытался сменить тему, и Чингук все еще выглядел смущенным, это не помешало нам подумать, что Чингук всегда воспользуется любой возможностью, чтобы сказать, что Тэхён – самый красивый мужчина в мире. Так почему же так много людей до сих пор настаивают на том, что Чингук относится к Тэхёну определенным образом, когда существует тысячи видео, доказывающих это на примере взгляда Чингука на Тэхёна? Они предпочитают игнорировать то, как Чингук любит говорить Тэхёну, что в его глазах нет мужчины лучше него, просто чтобы оправдать свое узкое мнение. На самом деле, Чингук даже не может скрыть своих чувств и никогда не стесняется выражать их вслух, не боясь того, что подумают другие. Вспомним, как Чингук отреагировал на выступление Тэхёна с песней «Сенг Крылерти» и подсознательно заметил, что Тэхён такой красивый, и увидим, что Чингук даже не пытался это скрыть. В период с октября по ноябрь 2018 года, когда BTS рассказывали о своем первом мировом турне, проходившем с декабря 2014 по август 2015 года, Чингук снова не смог сдержаться. Он хотел сказать Тэхёну, каким красивым он был тогда. Когда Хобби сказал, что Тэхён выглядел как ребенок во время исполнения песни «Но», Чингук быстро добавил, что уверен, что Тэхён не представлял, каким милым он окажется в мире. Чингук снова запнулся, и Тэхён застенчиво улыбнулся в ответ на это замечание. Посмотрите, как этот простой комплимент заставил Тэхёна так широко улыбнуться, что он закрыл лицо руками, в то время как Чингук вел себя так, будто это было совершенно естественно, просто сказал правду, что показывает драгоценную связь между ними. Наблюдая за реакцией на исполнение песни «Сенг Крылерти», Чингук снова глубоко вздохнул, выражая свой шок и восхищение. 29 июня 2017 года участники обменивались сообщениями для официального членства в VRMI. Когда настала очередь Тэхёна, другие участники написали положительные комментарии о его очаровательной личности. Однако, когда Чингук написал и попросил Тэхёна перестать кусать его, потому что ему было очень больно, он признался, что всегда так чувствовал, но ничего не мог поделать, потому что Тэхён был таким красивым.
как будто он выражал, что, несмотря на боль от укусов Тэхёна, он простит все, что тот сделает, просто из-за его привлекательной внешности. Даже на фан-встрече, когда Чингука спросили, кто красивее всех выглядит в женской одежде, он без колебаний ответил «Тэхён». А когда его спросили, кого он считает самым красивым участником BTS, он снова выбрал Тэхёна в качестве единственного ответа. Было ясно, что Чингук всегда найдет способ подчеркнуть, насколько красив и обаятелен Тэхён. Он назвал его самым красивым мужчиной в мире и признал, что, хотя он всегда так думал, в последнее время Тэхён выглядит еще красивее.